Всего час назад мир AR/MUI содрогнулся до основания. Почему? Потому что после недель молчания, загадочных жестов и эмоционально напряженных моментов, которые заставляли фанатов бесконечно гадать и строить теории, Ким Тхэ Хён, более известный как V из BTS, сделал шаг, которого никто не ожидал. Но еще более шокирующим, чем сам этот шаг, стала реакция Чон Чингука. Может ли это быть тем знаком, которого мы все ждали? Был ли это способ Тхэ Хёна отправить послание Чингуку, AR/MUI или всему миру? Или это был последний занавес для чего-то, о чем мы даже не знали, что оно заканчивается? Давайте пройдем через каждую секунду, заставляющую сердце биться чаще, через каждую тонкую зацепку и каждую эмоциональную трещину, которые привели нас к этому моменту. И почему реакция Чингука стала самой громкой тишиной, которую мы когда-либо слышали. Все началось с простого фото. Улыбка, сшитый на заказ черный костюм и встреча прошлым вечером. Тхэ Хён был замечен в Париже на закрытой встрече с креативным директором Серлин бренда, с которым он связан не просто контрактом, но глубокой эмоциональной и художественной нитью. Камеры запечатлели вспышки, когда он входил в здание под пасмурным парижским небом. Не слова, только элегантность, тайна и одиночество. Фанаты предположили, что это очередная рутинная встреча по вопросам моды. Но то, что произошло дальше, превратило этот обычный момент в эмоциональный шторм, который не смогли бы предсказать даже самые опытные AR/MUI. Внутри этого здания Тхэ Хён готовил нечто тихо взрывоопасное, по словам многочисленных очевидцев и инсайдеров индустрии моды. Тхэ Хён вошел в штаб-квартиру Серлин не просто как модель или амбассадор. Он вошел со своим видением. Он выглядел нервным, но решительным, сказал один из источников, присутствовавший на закрытой сессии. Как человек, который ждал подходящего момента, чтобы сказать то, что он слишком долго держал в себе. Ассистент позже сообщил, что Тхэ Хён принес с собой блокнот. Не цифровую презентацию, не материалы, подготовленные менеджментом, а рукописное личное видение. Страницы, заполненные рисунками, поэтическими заметками и эскизом, помеченным всего одним словом – Кук. Подождите, что? Вы не ослышались. Кук. Как в имени Чингук. Годами фанаты строили теории о связи Тхэ Хёна и Чингука, которая выходит за рамки дружбы, музыки и того, что можно объяснить словами. Мы видели, как они смеются вместе, тихо плачут на заднем плане и обмениваются взглядами, которые длятся чуть дольше, чем положено. Мы читали их интервью, следили за их эфирами на Weverse и ловили те случайные моменты на концертах, когда маска соскальзывает всего на секунду. Но это, дизайн одежды, названный в честь Чингука, это не было тонким намеком. Это не было скрыто за метафорами или лирикой. Это было послание Тхэ Хёна, написанное чернилами. Что это было? Дань уважения, признание или прощание? Всего через 37 минут после окончания встречи Серлин Чингук вышел в прямой эфир на Weverse. Без макияжа, без фильтров, просто настоящий, уязвимый Чингук, сидящий в полумраке с чашкой чая и тяжелым выражением лица. Он не произнес имени Тхэ Хёна. Ему это и не требовалось. Почти 10 минут он смотрел в экран, медленно моргая. Его пальцы слегка дрожали, когда он пытался заговорить. Но все, что он смог сделать, это выпустить вздох, который разбил что-то внутри каждого AR/MUI, смотрящего эфир. А затем слеза, не драматичный срыв, не постановочный плач, а одна тихая слеза, скатившаяся по его щеке, когда он прошептал, почти слишком тихо: «Я горжусь им, но я бы хотел, чтобы все было иначе». Что он имел в виду? Что именно он хотел бы изменить? Теории взорвали интернет. Некоторые верят, что речь шла о сольном шаге Тхэ Хёна в моде и о том, что Чингук чувствует себя покинутым. Другие верят, что все гораздо глубже. Фанаты быстро подняли старый контент. Выпуски Run BTS, старые эфиры, даже рукописные записки с фансайнов. Один момент выделялся особенно – закулисное видео многолетней давности, где Тхэ Хён и Чингук шептали за сценой. Чингук сказал: «Ты обещал мне, что мы подождем до подходящего момента». Тхэ Хён улыбнулся и ответил: «Я всегда буду ждать тебя». Это видео, которое когда-то казалось игривым, теперь ощущается как бомба замедленного действия, которая только что взорвалась. Стал ли этот момент нарушением того самого обещания? Был ли смелый шаг Тхэ Хёна с Серлин движением вперед или движением прочь?
Это не просто мода, это личное. Источники, близкие к бренду, слили детали предложенной коллаборации Тхэхёна с Рлин. Сообщается, что она включает в себя линию курток под названием Winter Letters «Зимние письма», с вышитыми строчками из никогда не выходившей песни, написанной в 2022 году, и фирменный дизайн под названием Golden Bloom «Золотое цветение». Название Golden Bloom говорит само за себя. ARMY знают, что Тхэхён часто использует цветы как метафоры. Но «золотое цветение» — это недвусмысленный кивок в сторону Чингука, золотого макне BTS. Символизм зашкаливает. В каждом стежке спрятана история, любовное письмо, прощание или напоминание о том, что некоторые связи никогда не тускнеют. ARMY начали анализировать каждый кадр жизни Чингука. Его дрожащие руки, тишину между вздохами, то, как дрожали его губы, когда он шептал «Я горжусь им». Это не были слова человека, просто реагирующего на запуск модной коллекции. Это было нечто более глубокое, личное и сокровенное. Так что же именно произошло между ними и почему именно сейчас? Еще один странный момент привлек внимание всего за несколько часов до встречи в Срлин. Тхэхён удалил 3 фотографии из своего Instagram. У всех 3 было кое-что общее. На них был Чингук. Первое – случайный черно-белый снимок пары во время репетиции тура BTS. Второе – селфи в зеркале из Нью-Йорка. Третье – то самое знаменитое фото из их поездки на остров Чеджу, где Чингук смотрел на Тхэхёна так, будто он был единственным человеком на Земле. Зачем их удалять? Было ли это намеренно? Чтобы создать дистанцию перед анонсом Срлин? Или это было сделано из чувства вины, зная, что его следующий шаг может разрушить что-то хрупкое между ними? Давайте вернемся в прошлый год. Тхэхёна и Чингука видели в Париже во время недели моды. Тогда фанаты праздновали это воссоединение. Но теперь, в свете последних событий, та поездка ощущается иначе. Один из ARMY, заметивший их вместе в маленьком кафе, вспоминает, они были тихими, не такими, как раньше. Тхэхён все время смотрел в окно, как будто он был где-то в другом месте. Чингук смотрел на него все время. Он почти не притронулся к напитку. Казалось, они прощаются, не используя слов. Именно во время той поездки Тхэхён начал проводить больше времени с руководством Срлин. И именно после этой поездки Чингук вернулся в Сеул-1. Что-то произошло в Париже. Что-то, чего мы не видели. И теперь последствия разворачиваются прямо перед нами. Вернемся к центру этого эмоционального шторма – дизайну Тхэхёна для Срлин Golden Bloom. Это больше, чем модное заявление. Согласно утечкам от человека, работавшего над эскизами концепта вместе с Т, название не было случайным. Тхэхён настоял на нем. Когда его спросили об этом, он, по сообщениям, ответил: «Это олицетворяет что-то или кого-то, кого я никогда не забуду». На вышитой куртке из этой коллекции под воротником вышита цитата: «Когда луна влюбилась в солнце, мир замер». Для многих это может показаться просто поэзией. Но для давних фанатов Тхэкуков это прямая отсылка к строчке, которую Тхэхён написал во время эпизода Run BTS, когда он что-то черкал в блокноте во время перерыва. Чингук увидел это и тихо рассмеялся, ответив: «Ты всегда пишешь так, будто прячешь послание». Теперь мы знаем, что так оно и было. А в всплывшем клипе из документального сериала BTS Break the Silence есть момент, где Чингук что-то пишет за сценой, затем складывает бумагу и прячет ее в карман худи. Камеры так и не показали, что он написал, но недавно фанат, работавший в стаффе во время того тура, анонимно опубликовал: «Это было письмо». Он так и не отдал его Тхэхёну. Я нашел его случайно позже, когда мы убирались. Там было написано: «Я вижу, как ты пытаешься взлететь. Я не стану тебя останавливать. Просто пообещай, что оглянешься назад один раз. Всего один раз». Горечь этих слов теперь кажется пророческой, потому что Тхэхён взлетел, а Чингук все еще ждет, когда он оглянется. Не будем забывать и о самой интимной форме общения между ними – музыке. В песне Чингука «Still With You» фанаты давно видели личное послание кому-то, по кому он глубоко скучал. Лирика говорит о тенях, расстоянии и тоске, которая ноет сквозь тишину. Тем временем у Интербер Тхэхёна ощущается как ответ. Холодные ночи, угасшие воспоминания, повторяющиеся сны.
Писали ли они друг другу мелодиями, под которые танцевал весь мир? Фанаты теперь пересматривают каждый трек, каждую строчку и каждую гармонию, которую они спели вместе, в поисках знаков и подтверждений того, что эта связь не была лишь плодом нашего воображения. И учитывая, насколько символически богат шаг Тхэхёна Сырлин, идея о том, что эта модная линия, его последний куплет в песне, которую они писали вместе все эти годы, кажется разрушительно прекрасной. Еще один шок произошел, когда Чимин опубликовал загадочную историю в Инстаграм спустя всего несколько часов после встречи Тхэхёна Сырлин и слезливого эфира Чингука. Черный экран, одна фраза. Даже звезды отдаляются друг от друга. Ни контекста, ничего больше. Но этого было достаточно. Фанаты мгновенно поняли, что это о них. Чимин всегда был близок и к Тхэхёну, и к Чингуку. Если кто и знал, что происходит за закрытыми дверями, так это он. И теперь эта фраза стала подтверждением, они отдалились. Не из-за ненависти, а потому что иногда любовь меняет форму. К следующему утру мир изменился для Чингука и Тхэхёна. Слова Чингука из эфира «Он никогда не лжет о своем сердце» эхом разнеслись по социальным сетям. Фанаты были едины, эмоциональны и решительны как никогда в стремлении раскрыть то, что HYBE так старательно пытался скрыть. Но правда недолго оставалась зарытой. Источник внутри HYBE на условиях анонимности сообщил, что секретом был не скандал, а разногласие. Конфликт, который тихо зрел месяцами между Чингуком и определенными руководителями по поводу творческого контроля и личных границ. По словам инсайдера, Чингук отказался следовать определенному медийному нарративу, который хотел продвинуть HYBE, такому, который сделал бы его публичный образ более контролируемым, менее привязанным и полностью сосредоточенным на сольном продвижении. Но Чингук не согласился. Он хотел оставаться честным, аутентичным и близким к людям, которые были ему по-настоящему дороги. Включая Тхэхёна. В HYBE, обеспокоенные тем, как эта связь воспринимается СМИ, якобы давили на обоих, требуя сохранять дистанцию на публике. Когда Чингук тихо сопротивлялся, настаивая на том, что настоящую дружбу не нужно прятать, напряжение начало расти. И затем наступила последняя капля. Утечка внутреннего обсуждения, которая показала, насколько глубоко зашло это разногласие. Вместо того, чтобы замять дело, HYBE сделал смелый шаг. Они выпустили расплывчатое заявление, намекающее на личные проблемы в управлении имиджем, надеясь вернуть контроль над историей, но это дало обратный эффект. Фанаты мгновенно все поняли. Они осознали, что Чингук не скрывал ничего плохого, он защищал себя. И когда ты публично поддержал его, это превратилось в нечто гораздо большее, чем кто-либо ожидал. HYBE недооценил силу искренности и силу связи Тхэхёна и Чингука. За закрытыми дверями руководство столкнулось с последствиями. Каждая попытка прояснить ситуацию только больше злила фанатов. Новостные издания начали расследовать внутреннюю политику самого HYBE, обнажая то, как далеко компания могла зайти, чтобы контролировать нарратив. Тем временем Чингук и Тхэхён снова замолчали. Не потому, что они были напуганы, а потому, что им не нужно было больше ничего говорить. Правда уже говорила за них. И все же была еще одна часть истории, о которой никто не знал, нечто, чем делились только Чингук и Тхэхён. Воспоминания, связанные с тем самым моментом, когда HYBE решил раскрыть все. Эта последняя истина вскоре должна была выйти на свет так, что даже СМИ остались бы в шоке. Через 2 ночи после эфира в сети начал распространяться ролик. Короткое, трясущееся видео, записанное за кулисами во время одного из последних групповых выступлений BTS перед их перерывом. Это не было официальным видео, и никто не знал, как оно всплыло, но за считанные часы оно стало вирусным на всех платформах. На видео Чингук и Тхэхён стояли рядом, не подозревая, что камера все еще снимает. Музыка только что закончилась, и крики толпы затихали вдали. Чингук повернулся к Тхэхёну и тихо сказал, почти шепотом: «Шон, что бы ни случилось дальше, пообещай мне, что мы останемся прежними». Тхэхён мягко улыбнулся, его голос был спокоен, но полон эмоций. «Мы всегда будем такими, Чингуки. Никакая компания, никакие слухи, никакое расстояние не смогут этого изменить». Этот короткий момент, длившийся едва ли 10 секунд, взорвал интернет. Это не было постановкой.
Это не было частью сценария для закулисного видео. Это было по-настоящему. Фанаты назвали это моментом, изменившим все. Люди наконец поняли, почему действия HYBE ударили так больно. Заявление компании было не просто о контроле или менеджменте, оно косвенно атаковало что-то чистое, то, что символизировало верность, братство и доверие. После распространения ролика общественное мнение полностью изменилось. Даже ведущие СМИ начали ставить под сомнение мотивы HYBE. Комментаторы описывали это разоблачение как битву между имиджем и искренностью, а фанаты наводнили соцсети одним сообщением: такую связь невозможно подделать. Тем временем Чингук смотрел вирусный ролик один в своей квартире. Впервые с тех пор, как все произошло, он улыбнулся, не вынужденной улыбкой для камеры, а искренней. В ту ночь он отправил голосовое сообщение Т. Его голос дрожал, но слова были ясны. «Шон», они наконец поняли. Тхэхён слушал в тишине. Затем он прошептал в ответ: «Я же говорил тебе, Чингук, правда всегда находит путь». И с этим все изменилось. Нарратив больше не контролировался HYBE. Он был в руках людей, которые были рядом все это время, фанатов. Но никто не ожидал, что HYBE ответит снова. На этот раз с шокирующим заявлением, которое грозило разрушить все, что Чингук и Тхэхён только что восстановили. К рассвету напряжение достигло пика. Вирусный ролик из-за кулис полностью перевернул историю. Фанаты встали на сторону Чингука и Т, и даже некоторые журналисты начали сомневаться в честности HYBE. Хэштег «Решетка Литимбэй», «Оставьте их в покое», доминировал в мировых трендах, посылая четкий сигнал «Мир на их стороне». Но HYBE не был готов отступать. Ровно в 9 часов утра по корейскому стандартному времени компания выпустила официальное заявление, короткое, холодное и шокирующее оборонительное. Оно гласило: недавние несанкционированные записи и ложные истории, распространяемые в сети, наносят вред артистам и компании. Мы призываем всех воздержаться от распространения непроверенной информации. В случае необходимости будут предприняты дальнейшие меры. Фанаты немедленно заметили то, чего HYBE не сказал: ни извинений, ни разъяснений, ни упоминания об эмоциональном ущербе, который нанесли их разоблачения. Вместо этого это звучало как угроза, предупреждение хранить молчание. В считанные минуты фандом вспыхнул снова. Непроверенная информация. Видео было настоящим. Голоса, эмоции, искренность неоспоримы. Фанаты начали публиковать чеки, временные метки и доказательства того, что ролик был взят из собственных архивов HYBE. Кто-то внутри компании слил его, и эту правду было невозможно скрыть. Тем временем Чингук был вызван на закрытую встречу в штаб-квартиру HYBE. Тхэхён хотел пойти с ним, но Чингук настоял, что справится сам. Перед уходом он тихо сказал: «Шон, чтобы они не говорили, я не заберу правду назад». Встреча, по сообщениям, длилась часами. Голоса повышались, двери хлопали. Очевидцы говорили, что Чингук выглядел бледным, но твердым, когда вышел, отказавшись сделать какие-либо публичные заявления после этого. Эта тишина говорила громче, чем любые релизы HYBE. Позже тем же вечером Тхэхён опубликовал загадочное фото в своей истории Instagram, снимок ночного неба с одной строчкой текста: «Даже звезды не могут сиять без тьмы». Фанаты все поняли мгновенно. Это не было просто поэтичной подписью. Это было послание. Тихая, храбрая позиция против давления, манипуляций и тишины, которую пытался навязать HYBE. Фандом ответил ошеломляющей поддержкой. Тысячи фанатских проектов, баннеров и благотворительных сборов были запущены под лозунгом «Решетка Стандитхтхем. Мы с ними». Но внутри HYBE обстановка была далека от спокойной. Инсайдеры шептались, что высшее руководство разделилось. Некоторые хотели принести публичные извинения, другие хотели применить дисциплинарные меры. И один источник намекнул, что Чингук рассматривает шаг, который может изменить все, даже его будущее с HYBE. Потому что впервые в своей карьере Чингук сражался не просто за свой имидж. Он сражался за свою свободу.